люблю это место. Если ты ее, знаете, и начну снимать материалом. Ваш, да? Да, мой телефон. Да. Спасибо. Ну, вот мы, друзья, пришли на центральную набережную. Ялта очень чистый город, причесанный. Совмещает в себе и старинные какие-то участки, исторические и современные моменты. Сели, посмотрите, какие у нас тут красивые растения. Вот то, о чем я вам сказала, что Ялта влюбляет просто каждым уголком своим. Город, который вмещает в себе все, что я люблю. Горы, прекрасный воздух, море, солнце и чистоту. Я была в Ялте последний раз до этого года, в 2005 году. Мне было совсем там, в районе 13 лет, но еще тогда, последний раз крайне, я заметила, что я как люблю это место. Мне нравились живописные дворцы, растительность. Еще тогда девчушкой, там 13-летней, я смогла это оценить. Ну и сейчас я влюбилась, конечно, в Ялту с новой стороны уже, приехав с детьми и разделяя с ними эти пейзажи. Посмотрите вообще внимательно, как сидит Алекс тихо все это время, да, когда я снимаю, и молчит. То есть нет здесь каких-то психов, провокаций, истерик, ультиматумов. Тоже очень нравится здесь моим детям. То есть это не от себятина, это действительно так. Ну, посмотрите, как здесь может не нравиться просто. Ну, цвет воды почему-то камера не передает. Он здесь прям зеленый-зеленый. Кар. Так интересно за ней наблюдать, но все мое внимание приковало. Гоняет голубей, как будто здесь это ее, знаете, место. Территория только для вороны. Мы идем к нашему гостевому домику. Я покажу вам его изнутри сейчас. Этот перекресток напоминает мне прям вот какое-то место из города Москва. Правда, похоже? Очень узкие улочки, но в этом есть какой-то свой шарм. Маленькие уютные кафе со свежей выпечкой. Господи, что за золото маленькое? Всем машет пока. Мы уже поднимались к нашему гостевому дому, он там. Здесь застряли ради кошки и посмотреть закат. Так, мы на месте, напротив прям нашего гостевого домика. Сейчас я вам покажу его.
Алекс забрался, думаю, вы увидите наш подъем экстренный с коляской. Пошли в дом. Все, Катя пришла с прогулки наконец-то. Я пока зашла домой, скупала себя, Алекса, на улице начало уже темнеть. Ну, не страшно, потому что, смотрите, на веранде уже включили красивенные фонарики. И я думаю, вам будет интересно в освещении фонарей посмотреть ее. Мои парни в ночи захотели есть, хотя мы поужинали. Ну, заодно, наверное, покажу вам кухню. Мне нравится, что в этом доме все комнаты оснащены кондиционерами. Так, и стоит показать вам, конечно же, виды. С кухни здесь тоже потрясающий вид. Отсвечивает кухня. Ну, у нас тут панорама гор, вы видите. Пешеходный переход сразу туда к морю. Здесь можно припарковать машины. Наша вот там стоит. Здесь лестница, которая ведет к номерам. Здесь также есть камеры наружного наблюдения внутреннего. Можно посмотреть, где твои дети, если ты не вместе с ними. Вход, въезд в гостевой дом. В общем, ну, все удобно. Какой у нас тут важный процесс Игорь затеял. Мукбанг. Ты прям горячую ешь? Это наша гардеробная. Я приглашаю сейчас вас туда к уборке. Я буду там сейчас убирать. Обратите внимание особо на эту полочку. Здесь у меня хранятся мои штучки-дрючки для депиляции. И я предлагаю в одном из выпусков, чтобы я продемонстрировала, как я удаляю себе волосы на примере рук. Потому что уже пора. Пушок беленький появился. У меня 2 набора. Поэтому, если вам подошла такая идея, ставьте огонечки мне в комментариях, чтобы я скорее вам отсняла материал. Предлагаю проследовать дальше и посмотреть, что из себя представляет наш номер. Это достаточно большой, вместительный номер. Сейчас пройдем. Мама, это ванна. Здесь мне было очень удобно, что есть душевая кабинка, полноценная ванна, джакузи. Особенно, когда приходишь с моря, можно детей купать. Например, там в ванне, самой залезть в кабинку. Ты тоже пришел показывать? Тебя там тоже купали, да? Не обошел стороной тебя и рукомойник. Все чисто. Ой, ну понятно, Алекс, уже все, нельзя там ничего делать. Все под рукой, здесь постоянно полотенчики у нас лежали, даже вот мы не успели сегодня один израсходовать. Фен, если вы вдруг с собой не взяли. Пойдем дальше, сынок. Из дальнего угла стала вам показывать. Это софа. Мы укладывали спать на ней деток. Подвигали просто ее вплотную к стенке, комодам, как правильно выразиться. Достаточно ее хватало для детей. Жаль, ночь. Тут в пол, потолок, панорамные окна. Блэкаут, шторочки. Кондиционер, как я говорила до этого ранее, что все оснащено кондиционерами, что очень удобно. Любимая Алекса люстра, он всегда любил засыпать и смотреть на нее. Да, Алекс, красота твоя. Благодаря этим женщинам наш ребенок выучил новое слово «фифи», что в переводе с Алекса языка означает «сиси». Мы очень любили подходить к этим тетям. Алекс, подойди ко мне. Алекс, да, твоя любимая люстра. Скажи «сиси». Ну вот, видите, урок
анатомии пройден на ура. И там хихи, и там хихи, и тут хихи, везде хихи. Скажи сиси. Ну и, собственно говоря, наше ложе с мужем. Кровать, в которой тоже достаточно было удобно спать. Если бы периодически не приходили вот эти драгоценные дети к нам. Высунулась вам немножко показать панорамные окна. Наш номер с улицы, как бы он выглядел, если бы кто-то умел подсматривать. Алекс. Так что, если будете в Ялте, я осталась довольна. Да, люстра. Алекс доволен люстрой. Может быть, у вас тоже будет такая возможность полюбоваться ей вместо Алекса. Так что, да, действительно, имейте в виду. Милан, тебе понравился номер? Да. Тебе, Там Алекс? заходишь лестница, все так красиво. Да? Устами младенца глаголит истина. Там водный пистолет оранжевый, надо его вернуть, это не наш. Я уже вернулась, сынок, не беспокойся. Ящерицу и пистолет нам чужого не надо. Алекс, твою красоту покрутим. Давай чуть-чуть, только чуть-чуть, докоснись. Все. Шалость удалась. Все. Ну давай, мама, покрутим. О, красота. Ну вот, чуть-чуть. Оп. Защита от Алекса. Мимик. А что тут у меня за сурок? Что за сурок у меня-то? Так, ну что, смотреть террасу предлагаю? Это тоже территория вокруг дома. Парковка. Там на 4 машины еще дальше есть место. Наше окно вот там. Знаете, даже если вы целый день прогуляли, море, природа, какие-то путешествия, хочется сюда прийти, уединиться, посидеть, подумать, посмотреть. И обстановка полностью располагает. Я вам когда хрустела в ночном видео на панораме гор, вот здесь стояла прям в самом уголке. И вот красиво так лампочки мне подсвечивали со всех сторон. Вот они, столики. И маленькая кухня. Здесь тоже есть все необходимое. Чайник, плитка, тостерница. В общем, все очень уютно. В общем, здесь очень уютно. Брат, возвращается новый... Бизнес – это я. Сейчас пересматриваю все траты. В общем, я уже грущу по этому месту, потому что здесь прекрасно все. Нам очень понравился этот гостевой дом. И отношения, и чистота. Все на уровне, на высшем уровне. Я решила без долгоиграющих мучений не выкладывать нашу дорогу назад, а уже приехать и похрустеть вам здесь. Хмурым, Курске, дождливым, неприветливым. Какой есть. У меня здесь безымянного нет, ребята, я в шоке. Я проверила сегодня все запасы здесь, которые остались. Безымянный закончился, не пиленый, не сухой, не мокрый, вообще нет. Блин, слюной, короче, я схожу глотать, пока без него я ничего не рискую, потому что после сластены у меня неприятности, у меня колющие боли в желудке. Сама виновата. Знала, но рискнула глотать.
Так вот, у меня тут кусочки уралочки, чипсики, тоненькая пластиночка из Илинского и кусочки Илинского тоже сухие. Вот. И, значит, что я хотела сказать еще? Что я хотела сказать? Поедем в горы за Безымянным, потому что, ну, его нет вообще. Начнем с чего? С сырой, наверное, пластинки. И тут уже муравьи вовсю бегают в моих сладостях, восточных сладостях. Такс. Ну, пока меня не сожрали прямо на камеру муравьи, начинаем с Уралки. Она была вымоченная в воде при распыле, когда мы пытались. И поэтому она не такая твердая. Так, муравей, кыш. Пошел дождь. Закусим пластиночкой. Так, пластинка была влажная, теперь сухое Илинское. Муравьи жрут меня. Теткина, это не Илинское, точно. Вот это уже Илинское. Это было громко.
Последние кусочки смакую. Кстати, смотрите, у меня вот такая пластинка Ильинского есть. Не для хруста пока, она влажная. Я хочу снять небольшой обзор. Разницу между прессованным мелом, который выдают запиленный, и настоящим пиленым. Ну, сниму это... Ой, муравей! Ай! Уже в завтрашнем выпуске. Но где-нибудь сейчас спрячусь от муравьев и начну снимать материал вам.